Ахой, як се маш? Добрый день. Летели сме до Чешка Република на Еден Тиден. Здравствуйте, вы смотрите наш новый проект «Индекс Михайловских». И мы сейчас говорили по-чешски, потому что мы находимся в Праге. «Индекс Михайловских» – это чертовски субъективный проект о путешествиях, в котором мы, Антон и Маша, проводим шуточный анализ местности и вычисляем средний показатель удовольствия от поездки, составляя тем самым семейный рейтинг. И начнем мы с любимой многими Праги. Узнаем, так ли она хороша на самом деле. Изучим традиции, попробуем еду, оценим архитектуру, инфраструктуру, да и вообще атмосферу этого старинного города на Волтаве. Антоша, привет! В общем, мы решили, что мы Новый год этот встречаем в Праге. Я сам только что узнал. Мне кажется, это хорошая идея, Антон, как ты на это смотришь? Там еще дешевое пиво, Антон, ты же любишь пиво. Все, мы решили, ура! 24 декабря, оставляя позади заснеженный аэропорт Толмачева, мы компанией 6 друзей полетели в теплую европейскую зиму. Кстати, вот вам сразу небольшой совет. Обязательно выучите хотя бы несколько фраз на чешском. Чехи очень ценят вежливость, так что запоминайте: здравствуйте, добрый день, до свидания, наскладно, ну и дики, что означает спасибо. Так как сегодня Рождество, то я хотела бы рассказать про чешские традиции в Рождество. На самом деле 24 декабря – это щедрый день, день, когда чехи накрывают стол. Скажи лучше, что 24 декабря – это день, когда ничего не работает, ну кроме азиатских потравиний. Кафе не работают рядом, потому что Рождество, и мы тусуем как студенты. Бич-пати! Ура, это Рождество! Эту мечту теперь как в студенческой общаге. Я же о традициях. Итак, продолжим. Когда они садятся за стол, никто, кроме хозяйки, не может вставать из-за стола, пока не закончится рождественский ужин. Считается, что если ты встал, то умрешь. Поэтому все сидят и поедают специально приготовленный на Рождество картофельный салат из запеченного карпа, с которым, кстати, связано еще одно поверье. Скарпас, это из шкиры, берете эту, я не знаю по-русски, как это называется, отдаете в свой кошелек, чтобы у вас были деньги во время всего года. То есть для того, чтобы год был благополучным, нужно положить в портмоне чешуйку съеденного за ужином карпа. Чехи очень любят гадать на Рождество, и гадают они с помощью свинца, называется оно олово. И вот они льют раскаленное олово в воду, и то, что получится, то, собственно, и предрекает будущий год. Если обратите внимание, эта елка живая, очень красивая, знаете, не вычурная, но уютная. Кстати, здесь нет ни Санта-Клауса, ни Деда Мороза. Главный герой Рождества – ежишек, то есть младенец Иисус. Именно он кладет под елку подарки и звонит в небольшой колокольчик. А еще мне кажется, что чехов отличает внутренняя скромность. По крайней мере, наш администратор Петр просто душка. И ко всему прочему, еще и здорово поет. Это правда, что на Пасху здесь принято женщин бить палкой? На Пасху они бьют, чтобы были здоровы. Впрочем, если в кафе, транспорте или во время прогулок вы услышали вот такой звук, не пугайтесь, здесь принято громко и смачно сморкаться, что, собственно, вполне разумно.
Ну и, конечно, гуляя по городу, просто нельзя не заметить огромную любовь к собакам, которых здесь боготворят не меньше детей. Vyprahlý prázdných slov, stále jen díváš se na mě, jako na vzácný kov. Чтобы ориентироваться на местности, мы скачали карту 2GIS Прага и спокойно находили нужные объекты, ведь Wi-Fi для навигации не нужен. Удобен и сервис выбора кафе поблизости, сразу виден средний чек заведения. В Праге очень удобный общественный транспорт. На все действует единый билет, поэтому маршрутки здесь, очевидно, вымерли, уступив место вместительным многосекционным трамваям и автобусам. У нас безлимитный тариф. Видим какое-то место и доезжаем до туда, не думая о том, что нам нужно дополнительно платить за проезд. Да, у нас просто проездной в кармане, мы вообще его не достаем. Спасибо, нигде отелю ничего Жасмин не отмечаем. и лично Петру, администратору. В принципе, это очень удобно. Общественный транспорт, это клево, когда это все продумано. Стоимость билета зависит от продолжительности поездки. Например, 30 минут – 24 кроны, 90 – 32, билет на сутки – 110 крон. Кстати, здесь нет никаких кондукторов и проверяльщиков в метро, но иногда можно встретить контролера. Штраф за безбилетный проезд большой, поэтому желающих проехать зайцем весьма немного. Туалет в афишном столбе. Так как я единственная из всей компании ни разу не посетила платную уборную, то передаю слово профессионалам в этом деле. Сережа пошел и подписывал в метро за 5 крон, а девушкам 8. А если бы мы подписали в центре, то мы бы заплатили 10 на следующей станции. Еще больше лайфхак, мы когда ходили вчера брать машину в аренду, узнавать про это, то мне мужик сказал, что вот здесь вообще бесплатно. Просто какое-то офисное здание. Вот и я говорю, что здесь бесплатные туалеты, просто мы не знаем. И платим по 10 крон. Платим по 10 Иногда крон. 5. Мужчинам 5, я тебе говорю, А вот здесь мы с Пашей сходили вдвоем за 5. Он положил 5, мы зашли вдвоем, и я им отдал 2. Чехия очень популярная туристическая страна. Хостелы, отели, квартиры здесь представлены в огромном количестве. Но только не за 2 месяца до Рождества. Для нас единственным приемлемым вариантом стала гостиница «Жасмин», которая, несмотря на противоречивые отзывы, оказалась намного лучше первоначальных ожиданий. Мы находимся в коридоре нашего прекрасного отеля «Жасмин», точнее в одном из его 2 корпусов. Вот такой уютный коридорчик. Вот здесь номер наших друзей Лены и Паши 109, а у нас 108. Максимально такая тонкая стенка между нами, поэтому заходим к нам в номер и смотрим, что же там. Удобный шкаф сразу у входа, где так уютно расположились наши немногочисленные вещи. И 2 бутылки пива. Пойдем в ванную. Здесь у нас, конечно же, есть душ, душевая кабина. Есть полотенце, которое нам постоянно, кстати, меняют. Батарея, которая теплая, на ней можно сушить носки. Унитаз, раковина, зеркало и розетка. Причем там есть заземление даже в самой розетке. Святая святых, наша комната. Хочу отметить, что в первую ночь, когда мы приехали, устали после самолета, после дороги, и обнаружили, что здесь очень мягкий матрас. Вот у него оптимальный, он не мягкий и не жесткий, то есть именно такая мягкость, чтобы выспаться. Это классно. Ну, кровати были раздельны, но мы их благополучно сдвинули. Так что, если вы там не в ладах, можно даже спать раздельно в этом номере на лучшем месте. Ну, даже лежит Библия. Есть телефон для внутренней связи. Кстати, я хотел разыграть наших друзей. Позвонил на 109, но там оказались не наши друзья. Я сказал: это дирекция отеля, вы не заплатили 20 евро. А это не Павел, мне отвечают. Тут такой-то случился конфуз. Вот. Здесь, значит, нам дали чайник. Вот. Как хорошим клиентам, постояльцам нам дали целый чайник. Еще одна тумбочка, и здесь за шторами несколько розеток для зарядки наших многочисленных гаджетов.
Хочется отметить, что когда мы выбирали этот отель, вообще изначально нашли его в октябре, то есть за 2 месяца до нашей поездки, мы увидели, что он стоит в рублях 22 тысячи на 7 дней за вот этот 2-местный-3-местный номер. То есть это 315 евро. Вот, соответственно, в сутки это примерно 3000 рублей. То есть цена вполне сравнима с каким-то даже не столичным городом в России, если смотреть двухместное размещение. А это рождественские праздники. Вот. Находится он не в центре, но зато здесь есть местный колорит. Есть рядом прекрасный бар Монтана, где местные жители отдыхают. Все очень культурно и недорого. Еще хочется отметить, что здесь есть завтраки. Это большой плюс, потому что примерно каждый завтрак это выходит, может быть, 1000 рублей на пару. Здесь это включено в стоимость. Завтрак многообразный, то есть можно выбрать 3 вида сыра, разные виды колбасы, макароны, хлопья, чай, кофе. Спасибо всем горничным, поварам, администраторам и, конечно, Петру с Надеждой за то, что создавали для нас тепло. Передаю привет куда? В Россию, так вообще так. Привет, я вас поздравляю с праздниками и с Новым годом. С друзьями всегда веселее, хоть в Праге, хоть на Северном полюсе. Ведь если делиться радостью, ее непременно становится больше. Но еще больше счастья случилось, когда в Прагу из Баварии приехала моя подруга Лиза, которую я не видела 20 лет. Мы жили с ней в небольшом военном гарнизоне в Забайкалье, гуляли по лесу, спасали щенков, а еще пели песни собственного сочинения. Петь – это семейное, ведь наши мамы больше 10 лет были участницами местного ансамбля «Рябинушки», приучив нас к творчеству. Таня, привет! Привет, привет! Всегда вспоминаю нашу группу с большим удовольствием. Всем рассказывай, как мы пели, какая ты была у нас молодец. Я бы с удовольствием еще попела. С удовольствием. Я имею в виду вот в той группе. Ну давайте что-нибудь. Скажи, ты скажи, что тебе надо, что тебе надо. Я тебе дам, что ты хочешь. Поедем сейчас на Староместскую площадь. Там скачем. Староместо очень любят туристы со всего мира. Поэтому, чтобы увидеть красоту без толпы, приезжать лучше утром. Именно здесь, на городской ратуше, расположены известные астрономические часы, представление которых ждут обычно сотни людей. Ой, романтизм, ой, любовь. Мужское и женское здесь и в архитектуре. Рядом с нами Тынский храм, очень красивое место. 2 его башни, они отличаются между собой. Одна больше, выше, другая меньше. Это символизирует мужчину и женщину. Сам этот храм стал прототипом замка, сказочного замка для Уолта Диснея. Дальше, если влиться в ручеек из туристов, сочащийся среди узеньких пешеходных улиц, то можно без всякой карты добраться до чудесной Волтавы. Мы сейчас находимся рядом с одной из главных достопримечательностей, это Карлов мост. Его, по преданию, заложил сам Карл IV. И я хочу рассказать одну традицию, которая здесь существует. Говорят, что нужно пройти закрытыми глазами весь этот мост, загадав желание, и тогда оно непременно сбудется. Проверим? Я сейчас закрою глаза, Антон меня проведет, и посмотрим, сбудется ли это желание в будущем году. Начав путь от Восточной мостовой башни, я как будто погрузилась в состояние медитации. Слушала голоса на разных языках, музыку, чувствовала запахи и вплоть до Малостранской башни наслаждалась не видами, а гармонией внутри. Стоп. Открывай. И что? Вообще ощущения очень классные. Во-первых, что ты как-то по-другому начинаешь не видеть, а чувствовать. То есть у тебя
какое-то внутреннее другое ощущение. Но это стоит того, это реально интересно. Ну а теперь заберемся немного повыше. Мы находимся на классной обзорной площадке рядом с Пражским градом. И отсюда вот такой суперский вид на город Прага, можно делать отличные панорамы. Вот они, знаменитые пражские крыши из красной черепицы. Обратите внимание на дымок из труб. Это вовсе не камины, как можно было бы подумать, а популярное в Чехии внутридомовое отопление. Чтобы попасть на территорию Пражского града, нужно пройти досмотр, потому что там живет президент Чехии и есть определенная норма безопасности. Вот. Мы стоим сейчас в очереди и вот медленно продвигаемся, чтобы проникнуть туда. Главное в самой большой в Европе президентской резиденции вовсе не президент, а он – величественный и невозмутимый собор Святого Вита. Этот огромный готический храм с высотой южной башни под 100 метров начал строиться еще в XIV веке. Почти 6 веков величайшие архитекторы своего времени создавали этот шедевр. Не зря посмотреть на их творение и восхититься масштабами каждый год съезжаются миллионы человек. Что вы такое смотрите интересное? Интересно. Ты прикоснись к истории. Истории. Просто к стене. Как это для каких-то великанов дверь, мне кажется. Скорее бежим еще выше. Бежим туда, где нет шеренг экскурсантов и можно просто гулять и наслаждаться свежим воздухом. Кстати, на фуникулер не нужен отдельный билет, достаточно нашей обычной изданки. Всего несколько минут, и мы в самой зеленой и дышащей точке чешской столицы. Можно сказать, в ее легких. Говорят, лучше всего гулять по многочисленным петрушинским садам весной, но нам понравилось и в холодное время года. Итак, друзья, мы находимся на Петрушинском холме, где очень много садов, чистый воздух, водопады. И я заметил, что много деревьев покрыты мхом, прямо как в фильмах в стиле фэнтези. Особенно своими дорожками и уточками очаровал сад Кинских. Кстати, здесь рядом с одним из водоемов мы обнаружили подозрительную мужскую активность. Судя по скульптуре на воде, весь этот движняк неспроста. Скорее всего, мы нашли настоящий источник силы и могущества. Но это не точно. Интересный факт. Считается, что любой коренной житель Праги может пройти по городу под дождем, не намочив плаща. А все потому, что он знает множество ходов среди пражских галерей. На ночь вход в них закрывается, но у каждого жителя дома, куда ведет проход, есть личный ключ от вот таких огромных дверей. Чтобы поесть вкусно и недорого, мы, пользуясь нашим безлимитным проездом, решили уехать куда-нибудь подальше от центра и провести свой первый пражский обед в кафе, где понимают исключительно чешский. Добрый вечер. Доброе. Вообще-то день. Холодно. Доброе от холодно. Доброе, холодно. Мы кушаем. Приятного аппетита. Хоть кидло. Самое известное и раскрученное чешское блюдо среди туристов – вепрево колено или свиная рулька, а самый популярный напиток – конечно, пиво. Их и взяли, разбавив кнедликами из теста и картофеля. Ну а после трапезы самые любопытные решили продегустировать бехеревку. У нее очень пряный вкус. То есть примерно как очень пряная водка. Котик, почему все это выпил? Пусть пьет. Неплохо. Я считаю, что кто не пил бехеревку,
вот не был в Праге, вот я выпил 0,4 рюмки и пиво, и все отлично. Ты счастлив? Да. Обратите внимание, какая нагруженная транспортная сеть, да? Вот. Обратите внимание на дикцию. Сколько линий, сколько линий. Кстати, приезжает к нам группа КИС в Прагу, в нашу Прагу. Впрочем, вкусно поесть можно и в сердце чешской столицы. Причем почти везде в туристических местах есть меню на английском или русском языках. Одно из недорогих, но приятных заведений – Потрефена Хуса на улице Длаздена. Особенно хороши здесь густые национальные супчики. Мы попробовали гуляш и картофельный с грибами. Остались в восторге. Ну а если брать сладкие угощения, то самым популярным в Чехии считается трдельник или трдло. По-нашему дурак. Что он представляет из себя? Корица, сахар, тесто. Ну, вкусно. Вкусно. Вкусно, правда? Как бы булочка с корицей. До Чехии мы, честно сказать, вегетарианили. Но приехав в страну мяса и пива, решили пуститься во все тяжкие. А все почему? Да потому что не сразу обнаружили чудесное кафе самообслуживания Век-Гоу. Заплатили за это все 210 крон. У меня тофу очень вкусный. Но для меня одним из лучших мест Праги стал бар. А вернее даже не бар, а практически храм Святого Монтаны. Мы находимся в прекрасном баре Монтана рядом с нашим отелем. И здесь очень атмосферно, здесь в основном чехи. Да, и они смотрели хоккей сегодня. Кстати, обязательно попробуйте местный сыр гермелин. Особенно он хорош приготовленный на гриле и поданный с брусничным джемом. Заодно. Всегда чёрный из пива. Велный хотне, дикий. Там красивее вон в той тарелке. Это тут в процессе зато. Пиво, вкусная еда, общение с друзьями, и все это практически в 100 метрах от дома. Ну как можно не полюбить это место? О! Да ты и так победила, Лена. Только не зеркало. Хотите знать места, которые нас совсем не впечатлили? Их всего два. Первое – это пожарный проход к ресторану «Чертовка» или самая узенькая улица. Второе – это танцующий дом, который на самом деле просто кривой дом. И все. Ты что, даже Кафку не читал? Скажет продвинутый книгофил. И будет прав, ведь его имя известно далеко за пределами Чехии. Поэтому каждый уважающий себя турист непременно найдет в Праге музей Франца Кафки. Но лишь для того, чтобы увидеть двуголых металлических мужичков, писающих на карту Чехии. Стоп, не стоит фукать. На самом деле это высокое современное искусство. А металлические нарушители общественного порядка представляют у себя образ политиков, филигранно рисующих на воде свои известные фразочки, чешский алфавит и чьи-то отправленные СМС. Автор этой своеобразной инсталляции, провокатор Давид Черни, все же не забыл про Кафку. Бюст писателя установлен на другой стороне Волтавы и представляет собой металлическую голову, состоящую из 42 слоев, вращающихся в разные стороны. Мы находимся в месте, где он работал в страховой компании юристом. И несмотря на то, что он очень известен, его известность пришла после смерти. Он не смог себя реализовать, он был в постоянной депрессии. У него было множество различных каких-то мыслей в голове, которые не могли собраться воедино. И вот эта голова как раз, да, этот памятник, он символизирует именно эту его сущность, что все расходится, на мгновение собирается, и вновь все детали расходятся, как мысли, как чувства, как переживания, которые были у Кафки. Еще одна, на мой взгляд, важная работа скандального скульптора, ползающие по Жижиковской телестанции младенцы.
У Дэвида Черни вот эта инсталляция в виде младенцев означает протест против абортов. Но мне кажется, что в этом есть и другой смысл. Мы все, когда рождаемся, подвергаемся информационной атаке, да, в том числе в телевидении. И вот эти младенцы, как раз, мне кажется, они символизируют вот эту зависимость нашего мнения, мнения людей от информации. Жаль, что сильные мира сего через СМИ используют эту слабость для разжигания ненависти и вражды. Видимо, слоган «Разделяй, властвуй», несмотря на катаклизмы, у них до сих пор остается в цене. Гуляли тут у старой телестанции и обнаружили здесь настоящий каток. Сейчас в Праге где-то +4, +6, и лежит кучка искусственного снега. Собственно, единственная возможность детям и взрослым в новогоднее время покататься на улице на катке. Ну а теперь о других возможностях. О возможностях раздельного сбора мусора. В Чехии очень много баков под разные типы отходов. А еще здесь, рядом с музеем современного искусства, есть 34 пингвина из переработанного пластика, марширующие против нерационального использования природных ресурсов и за сохранение экосистем. Современное искусство – неисчерпаемая тема для дискуссий, ведь каждый видит свое. Вот, например, работа Михала Тропака под названием «Ожидание счастья». Здесь можно долго гадать, почему грибы, почему люди летают на зонтиках вокруг, что вообще хотел этим всем сказать автор. И почему, собственно, ожидание? Мне кажется, что тут и так уже все счастливы. Основная валюта в Чехии – кроны, поэтому мы решили не заморачиваться с обменом евро, а просто снимали наличные деньги с карты Тинькофф Блэк в банкоматах КБ без комиссии по вполне выгодному курсу. А еще всегда следили за кошельком, особенно в людных местах. Лучше убирать денежки во внутренний карман, да? Лайфхак от Маши. Любите шопинг в путешествиях? Мы не особо, но зачастую невозможно устоять перед нарядными витринами, манящими на свой огонек всякой всячины. Из Праги в качестве сувениров часто привозят местный алкоголь, например, сливовицу или бехеревку. Большой популярностью, как и в советское время, пользуются также и великолепный богемский хрусталь, а еще куклы-марионетки, текстиль и, конечно, сладости. Вот зашли в пражский супермаркет под брендом Альберт сетевой. И вот обратите внимание, как у нас в советское время была сдача бутылок. Здесь также 2 кроны, 3 кроны, 7 крон. То есть можно пить и даже немножко обогащаться. Вот сюда поднимаются бутылки и выдаются деньги. Цены на продукты в супермаркетах примерно на уровне российских, а иногда и дешевле. Также в период рождественской распродажи в местных торговых центрах бывают по-настоящему хорошие скидки, так что имейте в виду. Где еще побывать, приехав в Прагу? Многие выбирают экскурсию на Кутную гору с заездом в мрачноватую Косницу. Интересной может быть и поездка в просторный пражский зоопарк, перемещение по которому осуществляется на специальных подъемниках. Хотите особой атмосферы? Отправляйтесь в Вышеградскую крепость. Да простят меня любители истории, но здесь совершенно не хочется говорить про даты, факты и как кто оборонялся. Искать чертовы столбы и клад под Либушкиной баней. Здесь хочется просто гулять и наслаждаться видами. Красота!
Здесь, на Вышеграде, очень легко дышится, чистый воздух и вообще очень красиво. Солнышко светит, и погода в Чехии, надо сказать, очень приятная. Климат здесь умеренный, и зимой, и летом, в общем, комфортно жить. Вот поэтому классно. Единственное, не совершайте наших ошибок. Посетите вышеградские казематы. Говорят, там интересно и таинственно. В общем, мы сейчас находимся в Вышеграде, в отличие от Пражского града, где мы были. Там, собственно, этот огромный собор Святого Вита. Здесь как-то все более спокойно, гармонично. Может быть, меньше туристов. И чувствуется такая атмосфера умиротворения. А вот там, кстати, видно собор Святого Вита. Вот такая тема, короче. Туристы идут, смотрите. Прага, она такая разная, веселая, красивая, сказочная. Здесь запросто можно покормить стаю лебедей, увидеть выплывшую из Влтавы нутрию и даже вышедшего из леса кабана. С Рождеством! Ура! За благостных женщин! Ну а если приехать с друзьями, да еще и под Новый год, то этот город, освещенный тысячами гирлянд, подарит рождественский уют и незабываемые праздничные эмоции. Ну вот и закончилось наше супер путешествие по зимней Праге. Тебе понравилось? Да, мне очень понравилось. Я бы сказал, даже по потрясающей, теплой, солнечной Праге. Что тебе больше всего понравилось? Пиво! Ну, пиво мне, конечно, понравилось. Где-то темное, где-то светлое. Сколько вы выпито? Могу сказать, да, что оно вкуснее, чем в России. Понравились также люди, понравился, вот этот европейский какой-то колорит, культура, чистота улиц, какая-то цивилизация, какие-то фишки, которых нет у нас в России. А тебе? Мне понравилось то, что здесь очень красиво, атмосферно. И, конечно, мне понравились встречи с друзьями. Мы приехали с друзьями, и я встретилась со своей подругой, которую не видела 20 лет. Это просто чудесно. Прага подарила такую встречу, и я счастлива. Прямо, вот. И мы едем дальше. Да, в другой европейский город, а в какой вы скоро узнаете. На Скледно. На Скледно. Пока.